Доброе утро. 1 июня. У нас сегодня с утра вот такие зверюшки. Кошка пока не пришла, но вышла белочка погулять. Все, пошла по делам. Нет, вон она. Птичек слушает. Где-то вниз спускается. Опа. Ну ладно, у нас тоже дела. Надо зарядку доделывать. Почти 2 часа дня. Я вышел на прогулку. Сел перед выходом, посмотрел Telegram и залип. Сегодня у нас исторический день. У масадовских пейджеров появился конкурент. Украинские фуры. Вот на момент, как я сейчас записываю, известно, что на 4 аэродрома, там, где, я так понимаю, стратегическая авиация российская находится, совершена атака украинских беспилотников. Причем интересно, способ интересен. Подъехала фура где-то на стоянку, с нее вылетели беспилотники и пошли кромсать там бомбардировщики стратегические. При этом какие-то солдаты российские записывают кружочки в Telegram с видео этой ситуации, как горят самолеты. В общем, причем свое лицо показывают. Поражает это все, конечно. Ну, да. Ощущения, конечно, у меня интересные для самоанализа, скажем так. Я очень рад, с одной стороны, гордость за наших вояк, спецслужбистов. С другой стороны, печально это все, блин. Не должно происходить этого говна. Когда подумаешь, что это еще будет происходить года 3 и дальше больше, то вообще печально. Ну, все спасибо, как говорится, интернету. Я так понимаю, что-то поменялось в технологиях спутникового интернета, или я отстал от прогресса. Ну, я так понимаю, раньше наши не могли, наверное, так далеко управлять чем-то и передавать сигнал даже в прямом эфире. Потому как есть же видео уже куча о том, как они показывают трансляцию этих взрывов и как уничтожают самолеты. То есть там цветная картинка, я не знаю, что это за сигнал. Я вчера слышал, что старлинки какие-то начали выпускаться, мини-экземпляры, то есть которые легко куда-то устанавливать. Возможно, это с этим связано, не знаю. Ну, вот такой вот сегодня позитивный день. Там уже россияне начали что-то петь про орешник. Это, конечно, тоже будет любопытно посмотреть, до чего они допоются. Я тоже давно не следил за этой темой, но тогда, когда орешник только появился, там удар был по Запорожью, по-моему, то после него сразу были разборы, что это вообще было, ну, о чем вообще эта ракета, так сказать. И я для себя вывод сделал, что это просто фуфло. Без ядерных боеголовок оно не имеет никакого смысла запускать его, даже просто деньги, выкинутые в воздух. Я не думаю, что что-то там поменялось. Ну, уже пропагандисты российские начинают вой, где же наши орешки. Вот и посмотрим, как они обосрутся. Других прогнозов я не дам. Вообще, конечно, печально. Сейчас куда-то влупят по мирняку, как обычно, по-нашему. Ну, там много чего происходило. И взрывы на ЖД там в России, что-то поезда посыпались. Это такое. На фоне вот этого налета на аэродромы все это меркнет. Наши тоже там пострадали. Лупанули по какому-то опять построению очередному. Военный какой-то центр. В общем, такое-то то, что я успел бегло прочитать. В общем, эмоции переполняют. А нашего футбольного Армагеддона что-то я так и не услышал пока что.
болельщики должны были собираться в 12:45. Но даже не слышал ни криков, ни сирен, ничего такого. Наверное, их как-то все-таки провели там вокруг города или провезли. Либо просто нормально себя вели. Но это посмотрим завтра. Сводки милицейские. Посмотрим, чем это закончится. Игра. Ну а я сейчас иду. Все-таки не могу. Лезу в Телеграм, читаю, что там по горячим следам. Это, конечно, спецоперация. Очень крутая. Аналогов, скажем так, не имеет пока что. Ну, я думаю, мы будем больше такого видеть, если действительно появился какая-то техническая возможность делать такое, то в сверхбольшой России не проконтролируешь каждую фуру. Ладно, допустим, каждую фуру ты проконтролируешь, но какую-нибудь «Газель», какой-нибудь бус, какой-нибудь джип вряд ли. Поэтому за этим успешным ходом пойдут следующие, я думаю. Интересно, сколько там всего сгорит. Ну, в общем, публично макнули Владимира Владимировича с саной тряпкой прямо в морду ботоксную. Ну, окей. Да. Все, моя прогулка сегодня будет, видимо, полностью про эту тему. Я вот иду и думаю, а могли это быть просто FPV-шки на оптоволокне? Ну, допустим, фура подъехала там, я не знаю, сейчас катушки есть на 20 километров вроде как уже применяются боевые. Ну, допустим, подъехала она там километров на 10, если зона открытая к этому аэродрому, да, остановилась. И эти FPV-шки просто повзлетали и на оптоволокне туда полетели, а сам Starlink, допустим, стоит на фуре. Теоретически так могло быть, наверное. Я и раньше задумывался, какие несет риски в себе вот эти FPV-технологии и такой вот интернет. То есть это любой сумасшедший может сделать много нехороших вещей. Ну, по сути, да, вот представим, вернулся хлопец из армии, а там ее сильно обидели чем-то, выплатами за ранение или еще чем-то, а он был дронщиком, да, допустим. Ну что, он не возьмет эту FPV-шку и в злобе там не запустит по какому-то депутату или по самолету, или еще почему-нибудь. От этого ж невозможно никак застраховаться. По поводу страховки тоже, я вот думаю, вот там на видео на этих крыльях самолетов лежат покрышки. Причем так, по одному как-то разложены. Вот в чем их смысл такой защиты? Я знаю, что раньше их там, но это, по-моему, там на штурмовиках, на истребителях, я вроде видел, они что-то там заваливали покрышками, ну, какие-то там осколки, ну, а для этих что? Наверное, ну, я не знаю, может там потом сложно эти крылья ремонтировать, ну, то есть, окей, осколки разлетелись, типа, от дрона, и там что, не побило те места, которые под покрышками, или что? Ну, в чем смысл, короче, я этого не понимаю, это какая-то русская беспощадная логика, блин. Да. А только что прочитал, уже там какой-то взрыв в не в Черноморске, а где-то, ну, короче, там, где ядерные подлодки российские базируются, вроде что-то такое, ну, может, фейк какой-то, я не знаю, это буквально вот перед записью этого отрывка я глянул в телегу, думаю, что там новенького. Да. Блин, ну вот и как вот себя чувствовать? Вроде и должен радоваться, и радуюсь, да, но при этом понимаю, боже, как мы до этого всего дошли, чем это все закончится, зачем это все, куда это все ведет, кто от этого получит какой-то профит. Ну и ничего хорошего я тут не вижу в итоге. Вот так вот подумаешь обо всем этом и понимаешь, что да, в минусах, наверное, все. Да. С каждой секундой все больше информации называется. Теперь немножко прояснилось. Я, похоже, переоценил сложность. Ну, вернее, не сложность, а технологичность этой спецоперации. Только что показали уже
кусочек видео, где лежит водитель фуры этой задушенный на шее с этим, ну, пластиковый карабин вот этот, или как он называется, хомут. Вот. А фура из себя представляет контейнеровозку с 2 контейнерами. Причем на земле лежат крышки от контейнеров. То есть я сейчас предполагаю, что дело было так. Он где-то в порту загрузился, контейнеры пришли морем, да, скорее всего, или там ЖД транспортом, не знаю, в общем, каким-то образом подцепил он эти контейнера, в которых сидели... Нет, там дрончики не сидели, я думаю, там были просто посадочные гнезда для FPV. И он себе поехал там где-то по маршруту, который ему рассказали, нарисовали, поручили. И на заправке банально кто-то его дернул. Пока этого душили, ребята сняли крышку с контейнеров. В общем, как-то его раскрыли. И теоретически, возможно, была еще какая-то параллельная команда, которая именно дронщиков, которые управляли. Но они явно ж не в том месте сидят, где-то чуть подали, чтобы не половили их сразу. Ну, то есть группа на земле там однозначно была. Не все так высокотехнологично получается, как я сначала подумал. То есть без человеческого фактора не обошлось. И причем, походу, группа не маленькая. Ну, все равно, как бы не было, это все, я так понимаю, параллельно в 4 местах происходило. Ну, по тем местам еще пока ничего не ясно. Вроде только есть сообщения, но видео оттуда пока никакого нету. Действительно ли это так? Это обычно, когда что-то происходит, оно бурлит весь Телеграм, и все это раздувается до невероятных масштабов. Я же говорю, там вот там Североморске, или как там я говорил, в общем, тоже какие-то взрывы, непонятно что. Я думаю, в конце концов это окажется все более-менее менее глобально, скажем так, нежели вот этот аэродром. В украинских пабликах уже фотография курсирует типа тех же самых дронов, которыми лупили. Ну и да, там на оптоволокне они. Ну, вряд ли это, конечно, те же самые. Какой-то алкаш стал знаменитым по комментариям своим. Стоял там, говорит, через 2 фуры, рассказывает, как они взлетали, как летели. Говорит, что же это такое, надо что-то же делать уже. Звони Путину, как говорится. Ну, самое печальное, что эта же фигня работает в 2 стороны. Поэтому дай бог, чтобы не повторили это с нашими самолетами и другой фигней. Кстати, кто не знал, россияне первыми преуспели в оптоволокне. Это вроде как их придумка. Я сильно там не углублялся, но первые удачные полеты на этих FPV-шках это 100% их практика, и наши уже у них перенимали, скажем так, опыт. И до сих пор считается, как я понимаю, что наши пока догоняют их и никак не догонят в оптоволокне. Ну да, я же говорю, тут русская логика парадоксальная. Она как бы и мотоциклы придумала, да, и ослов. Там у нас еще ослов не завели. Я думаю, пора уже. На мотоциклах наши уже гоняют. И FPV тоже применяют. И казалось бы, да, что за фигня? Как это может работать, да? Дрон летит, по сути, на веревочке через там какой-то лес, там поле. Ну, понятно, что вокруг там крупных преград это ничего не летает, но тем не менее, судя по видео, залетают они очень-очень в такие труднодоступные места. Поэтому работает. Штурмы на мотоциклах тоже не с дури придуманные оказались, а по своим каким-то обоснованным причинам. Так что наши смеются над русскими, но копируют. Главное, чтобы не поздно, а пораньше желательно. Следующую бредовую какую-то фигню, типа мангалов, мотоциклов и оптоволокна, пускай они копируют как можно быстрее. Да, гадалка с меня оказалась еще та. Ничего я там правильно не угадал. То, что я принял за контейнеры, по факту были эти, типа, бытовки.
ну, как строительные бытовки, домики мобильные. А я еще думаю, что это алкаш, который говорит, я только стаканчик принял, думал отдохнуть, а тут такое началось. Говорит, они кружили там 5 дронов возле солнечных панелей. Еще думаю, за какие панели? Он говорит, что за панели? Вот, это на крышах этих домиков стояли панели солнечные. Ну, типа, такой себе бытовка энергонезависимая, которая, наверное, в тех краях сибирских не вызовет подозрения. Все правильно. Но поражает, с какой скоростью это все вльется в паблик сейчас. Это же просто полчаса, там, ну сколько там, час прошло, ну может 1,5. Но уже, блин, даже фото этих домиков, уже дроны там заряжены, все сливается с этого СБУ. Я не знаю зачем. Не, если не зачем, тоже как бы понятно. Но, блин, вы вообще что ли? Я тут поражаюсь этим срочникам, которые лицо свое снимают на фоне горящих тушек. А тут, блин, в обычном телеграме уже вся спецоперация расписана, как она происходила. Курировал лично президент, там все дела. Ну, в общем, конечно, цирк. Но интересно. Ну и наши там тоже пишут, типа, все уже дома, кто был задействован в операции, никого в России не осталось. Если кого-то поймают, мол, не верьте, это все типа штучки для внутреннего потребления, мол, что кого-то поймали, мол, наши все уже дома. Ну, я так, глядя на синюю морду этого водителя, понимаю, что могли его, наверное, в принципе и не сегодня задушить, а он там мог постоять какое-то время, эта фура. Ну, тоже, наверное, не больше 1 дня, потому как у него явно есть диспетчера и все такое. Поэтому вряд ли исполнители добрались до Украины. Ну, понятно, что они скажут. Но, надеюсь, никого не поймают. Да, типа крышки открыли дистанционно, дроны полетели. Я очень в этом сомневаюсь, конечно. Я думаю, они оттуда и управлялись. Хотя, ну, им виднее, но интересная, конечно, спецоперация. Элементарно просто, как называется. То есть все, что мешает делать такое каждый день, это какая-то дерзость, да, получается. Тогда провезли фуру на Крымский мост в целлофане, взрывчатки, там сколько-то тонн. Теперь в домиках дроны. Ну, то есть любую фигню придумай, в принципе, и делай. Главное, чтобы нигде не запалиться, да, и все это аккуратно провернуть. Ну, пишут, что 1,5 года планировали. Кто его знает. Ну, слава богу, какие-то самолеты повзрывали, и дай бог теперь будет меньше бомбить. Хотя, я же говорю, на фоне этого стресса для Владимира Владимировича может что-то и там он пукнуть чем-нибудь. Ай, ё-моё. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Короче, испортили они мне прогулку своими новостями, блин. Дай бог, чтобы почаще, конечно. И чтобы без последствий. Да, ну и день сегодня, конечно, первый день лета. В общем, без ложки дегтя, бочки меда не обошлось. Дропатый подал в отставку в связи с этим инцидентом, который я говорил, что попали там по построению. В общем-то, какое-то училище молодых пацанов, там курсантов или что поубивало. Он там такой пост накатал, прям что система не учится туда-сюда. Но я так поперек прочитал. Но глобальный смысл печальный. Вроде как с его приходом там какие-то позитивные тенденции украинской армии намечались и были. И Покровск вроде как стабилизировали, и все эти вещи. Ну, интересно, конечно. Все это не просто так, видимо, что-то знает он, чего-то хочет. Будем посмотреть. Да, по поводу аэродромов появляются все новые записи. Причем в таком качестве, я так понимаю, там в крыльях баки именно. Потому что сейчас вот хорошее видео посмотрел, когда дрон прямо опускается на крыло туда. Причем самолет, который был без вот этих покрышек. По фуре, по водителю пишут, вроде водитель был найден еще позавчера, а пропал в четверг. Нашли где-то там, тем хуже.
Это косяк, я считаю. Если бы он пропал, то надо было бы делать так, чтобы он пропал и его не нашли на следующий день, да, при том, что операция на воскресенье. Короче, вот это новости сегодня, да. В общем, россияне пишут, что коптеры действительно дистанционно приводились типа в действие, но мне кажется, это они просто репостят то, что у нас видят, потому что от нас же фотки берут этих дронов, всего домиков. Поэтому это такая еще информация сырая. Ну, возможно, но мне кажется, просто такую операцию ставить на искусственный интеллект, я имею в виду результативность ее, это как-то стрёмно. Хотя мы же не знаем, сколько там они его тренировали. Наши-то пишут, что тренировали год, там сканировали эти борты. Ну, это все такое, я в это не верю. Они там лазерами, все уже у нас сбивают беспилотники подряд. Это все фигня, я считаю. Ну, возможно, конечно, они что-то там натренировали. По сути, цель большая, и как бы попасть в нее можно. Вот как пролететь там все преграды, не дай бог что. Ну, опять же, тогда встает вопрос интернета, как это все с Украиной руководить этим. Не понимаю, проще посадить в квартире недалеко от этой стоянки 5 человек, которые полетают, да, всем этим займутся. Ну, и там такой еще нюанс, что они же взлетали последовательно, то есть по очереди как-то. Типа там уже залезли какие-то местные, видно, водилы на фуру эту, пытались их останавливать. То есть тоже еще один, я считаю, это прокол. Как-то это надо было делать. Не, я там не заявляю, что нифига себе они там бокопоры. Безусловно, это шедевр операция, но я, как всегда, свинья везде грязь найдет, как говорится. То есть, что сводило этим, ну, это же еще пока не все данные, ну, можно лучше. Да. А вообще идея хороша, да, домики с солнечными батареями, они же могут и подзаряжать коптеры, пока не едут там, они же и Starlink питают. Все гениальное просто. Молодцы, ребята, ничего не скажешь. Меня немножко попустило от этих новостей. В общем, хочу про матрас сказать. Коврик этот самонадувающийся, который вчера я получил. Поспать на нем вчера не получилось, потому что он должен 24 часа первые после распаковки полежать свободно с открытым клапаном и набрать, пена должна набрать объем свой. Вот, я его на ночь ложил на шифонер, чтобы кошка не добралась. И вот сегодня утром уже пощупал. В принципе, он весь распрямился немного. А в конце мне не нравится, где вот нижний край его. Там сантиметров 20 так нормально спрессованы были. Это тот кусок ковра, который вовнутрь вот так вот скручен, самый первый, зажат больше всего был. И он распрямлялся хуже всего. Может быть, там пена тоже так на срез сделана, не могу сказать. Но вот даже сегодня он уже в этом месте более идет на утоншение. Попробую поспать на нем. Надую на вечер. И лягу на полу в кухне, наверное, у себя. Подложу что-то, чтобы его не запачкать, в какую-то простынь заверну, потому как 99%, что он будет продаваться. Но хочу проверить, не пропускает ли он воздух, как на нем вообще спится. Я это, наверное, отдельным роликом выпущу, как я его распаковывал. Это я все вчера поснимал, после прогулки пришел. Но как бы смысла его уже в дневник добавлять никакого нету. Выглядит он, конечно, интересно. Ну, маленький, мне кажется. Он 1,83 на 52, если я не ошибаюсь. Посмотрим, как я на нем помещусь и какую вообще подушку брать. У меня нету туристической подушки. В общем, пока больше вопросов, чем ответов. Ладно, я уже 10 блик прошел. Пойду я потихонечку домой. Телефон садится. В общем, на сегодня все. До завтра.